Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что подскажут нам карты, какие энергии видят для вашего знака зодиака. Я же вас приглашаю на свой сайт. И в описании под видео вы увидите, как и ссылки на разные видео, в том числе по планетарным транзитам. Так, и зайдите на мой сайт, почитайте планетарные гороскопы до конца 2024 года и разные статьи. Я надеюсь, как и видео, так и статьи вам будут чем-то полезны. Мы же с вами идем вперед. Давайте узнаем, что предстоящая неделя готовит. Чем вам придется, может быть, заниматься больше, чему больше уделять внимание, если мы говорим события. Вот что важно знать, или какая сфера жизни для вас наиболее активно будет проигрываться. Что будет более актуально или что важно знать. Первая карта. Вторая, чего не избежать или неожиданности возможные. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Энергии смотрим. И напротив, что вам будет помогать, что вас будет радовать, мои дорогие. Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергию. Энергия денег или финансы. Личная жизнь. И достанем еще одну карту. Карта «Совет». Что же будет важно, что будет преобладать? Вопросы денег, решение, может быть, для кого-то из вас дополнительного заработка. Это карта самодостаточности, как будто есть деньги, но, видимо, могут быть какие-то вопросы, которые вам нужно решить, закрыть, как-то обустроить. Это будет связано с деньгами. Вообще финансовая тема будет превалировать. И одновременно работа. Откуда-то ведь к нам деньги приходят, вот откуда вы их получаете. Здесь могут быть как вопросы вашей занятости в целом, смены работы, смена вашего где-то и статуса тоже. По этой карте нам говорят, деньги есть, но их нужно как-то правильно распределить. У кого-то может быть и такой вариант, но так или иначе финансы в центре событий на неделе с 19 по 25 августа. Неожиданности. Королева кубков – это может означать человека, и не обязательно мы смотрим энергии. Так вот, не обязательно, что это будет именно женщина. Это может быть любая персона, которая, к примеру, рождена или имеет асцендент в знаке зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. И есть какое-то взаимодействие. Это может быть как неожиданность, ожидание, мои дорогие. Может быть у кого-то ожидание денег или ожидание в решении какого-либо вопроса. Здесь может быть вопрос связан, кстати, с недвижимостью, с имуществом, может быть, и с какими-то документами, но либо это касается вас лично, либо ваших близких, или каких-то согласований, которые могут касаться отчасти контрактов или брачных соглашений. У кого-то даже так. С учетом преддверия большой ретроградности мы постепенно приближаемся к осеннему периоду, когда много важных игроков на небосклоне, много таких серьезных планет, которые будут нам придавать энергии именно для того, чтобы мы с чем-то определились. Или будет ситуация выбора, когда мы какой-то вопрос из прошлого должны будем закрыть. И вот все же неделя, постепенно мы приближаемся, как я сказала, к осени. Некоторые вопросы могут о себе напоминать, которые касались, к примеру, с вашими родственниками. Или какие-то вопросы были не закрытые тоже. Или что-то еще пока не было обустроено. Вы здесь можете договариваться по части денег. Могут и приходить какие-то документы, и для вас будет важно, где-то себе не навредить. Вот быть очень прозорливым и внимательным по части финансов, мои дорогие львы и львицы. Здесь, как неожиданность, может быть ожидание этих денег. И у кого-то буквально получение. Может быть, той суммы, которая вам причитается. Может быть, эта сумма где-то задерживается и так тоже проиграется. Ну, так или иначе, вот все равно что-то будет с деньгами. Чему сейчас не время? Праздник.
Ну, наверное, все то, что я обрисовала, причем в разных вариантах, отнюдь не все перечислила, но я думаю, вы переложите на себя каждую со своими нюансами или какими-то деталями жизненно важными. Но вот не время устраивать какой-то праздник или праздновать победу какую-то. Не время, может быть, буквально собирать торжество. Давайте посмотрим, что же тогда будет помогать. А вот как раз пятерка пентаклей. Это карта недостатка, мелкая карта, когда вы решаете финансовые вопросы и со всеми договариваетесь. Недостаток имеется в виду в финансах, первый момент, и второй – недостаток взаимопонимания. Значит, вы можете, и, кстати, с учетом королевы кубков, как раз вот эти договоренности или, как я уже сказала, пересмотр каких-то документов, контрактов, соглашений, может быть, потому что девятка пентаклей, есть еще официальный момент по этой карте. Если деньги приходят, то значит, откуда мы их получаем, как я сказала, или какие-то, может быть, деловые бумаги, но тоже с вариантом денежным, или в конечном итоге, который сводится к решению финансовых вопросов или каким-то проплатам. И вот эти два направления вам помогают, когда вы решаете эти вопросы. Ну, расставляйте все по местам, мои дорогие, организовывайте свою жизнь, чтобы не было каких-то белых пятен или не было того, что из прошлого тянется, а в последующем вам может напомнить еще раз. Нет, какие-то гештальты нужно будет закрыть или, может быть, договориться с теми даже людьми, с кем прежде у вас не получилось договориться. Недостаток взаимопонимания. Возможно, некоторых персонажей мы даже и видеть не хотим, но судьба нас словно оборачивает раз за разом, снова контактировать с человеком. Может быть, у кого-то из вас это как брачные союзы, которые были прежде, но остались вопросы нерешенные по финансам, или вопросы по детям, или какие-то вопросы по работе, когда тоже еще что-то не закрыто. Вы можете уже где-то брать ракурс на новую работу, но нужно что-то будет завершить на прежде. Вот организовать свою жизнь по-новому, но имеется в виду закрыть какую-то прежнюю историю, разобраться с чем-то, как будто придется. Что скрыто? Тысяча неопределенности сама по себе, карта Луна, старший аркан, и говорит о том, что на этой неделе и еще может быть что-то зыбко непонятно. Эта карта может проигрываться в хорошем смысле, когда слушай свою интуицию. Это как-то подсказывает нам. Действуй по своему плану, но опять же, будь осторожен. Прими во внимание то, что действительно ты пока что-то не видишь. Либо люди где-то скрывают, могут и нарочно скрывать, правда, нам не показывают конкретного персонажа, но это может быть кто угодно. И, в принципе, не секрет, что у каждого из нас свои какие-то задачи, или каждый идет по своему плану, живет по своему плану жизни. И есть какое-то взаимодействие, которое и нужно, как среднее арифметическое найти или договориться. Карта также говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. И если мы говорим задержка у кого-то по деньгам, тут по непонятным причинам от вас независящим могут быть задержки, и я не могу сказать, что вы можете что-то ускорить. Может быть, даже, мои дорогие львы и львицы, вам могут что-то пообещать, а оно где-то не в срок. Я предполагаю, что это не для всех, но для кого-то это важно услышать. Правда, есть какая-то данность, на которую мы не влияем, и вы должны быть предельно осторожны. Повторяюсь, именно по финансам, потому что внизу еще что скрыто. Луна выпадает. Могут где-то и от вас скрывать какие-либо доходы. Может быть, это чьи-то доходы, а вы ждете проплаты. К примеру, алименты кто-то ждет, да? Вот тут есть такой момент. С учетом, разные истории. Вот как раз нам выпадают карты таким образом, что я могу предположить, для кого-то это будет актуально. Для кого-то это может быть как окончательный расчет по предыдущей работе. И тоже водят за нос все, то денег нет, то еще там какие-то причины вам могут говорить. И вы, опять же, на это не влияете, потому что либо это ряд согласований, либо подготовка документов, либо это зависит от других людей. То есть вот эта неопределенность, она присутствует. И мы должны себя, повторяюсь, сохранять как и в финансах. И есть еще по аркану Луна, когда вы хотите что-то обустроить дома. Вот кто-то план себе будет составлять или уже составил, а деньги задерживаются. У кого-то и так может проиграться. Уже надумал, что куплю. А здесь вот как-то
Кольчушка маловато. Поэтому сохраняйте себя самое. И сохраняйте, по карте Луна есть такой момент, что мы можем куда-то поторопиться или что-то ускорить. Тогда мы не увидим какие-то тонкие нюансы, мы можем словно оступиться. Это не есть какая-то глобальная ошибка, но это то, что мы будем досадовать. Поэтому искусство мелких шагов, когда Луна, лучше не рисковать ни своими делами, ни самим собой или самой собою, не пытаться что-то ускорить, правда. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Королева Пентаклей, либо это взаимодействие, сотрудничество с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. И это знаки Телец, Дева, Козерог, может быть и асцендент. Или это та персона, которая из хаоса умеет создать порядок. Вы можете что-то организовывать на работе. Может быть, организовываете в своей жизни, опять же, по этой карте могут проходить как и близкие, как и родственники, так и вопросы вашего труда, занятости, последующих ваших воплощения планов. Почему так говорю? Потому что по королеве Пентаклей она умеет сказку сделать былью. Или то, что зародилось как идея в ее ментальности, она постепенно воплощает в реальной жизни. Не случайно всегда она находится среди райского сада, который построила своими руками. Но вот вы что-то будете организовывать совершенно по-новому, обустраивать, решать, может быть, даже по делам, по своим делам или по рабочим моментам. Тоже вопросы, которые больше касаются именно организации. Но это карта уверенности, надежности. Или есть такой конкретный человек, возможно, в вашей личной истории, и с ним тогда вполне вероятно будет какое-то очень плодотворное сотрудничество. Или, может быть, и помощь, финансы. Тут пара даже нам выпадает. И у кого-то это может касаться вашей пары. Иногда с учетом королевы Пентаклей и короля Пентаклей нам обрисовывает какой-то брачный союз или супружескую пару, которая, допустим, вам помогает. Или это могут быть энергии ваши и вашего близкого человека. И вы вместе будете продумывать все вопросы по части дел или то, что вы хотите осуществить, и где-то это будет опять же увязано с деньгами. Карта великого консерватора вам выпадает на деньги. И в данном случае есть какие-то вопросы у вас, мы об этом с самого начала говорим, когда правда консерватором быть стоит. По королю Пентаклей консерватизм, он есть и со знаком плюс, есть и со знаком минус. Плюс это то, что консерватизм нам помогает, когда сложные периоды жизни, когда у нас, ну пусть назовите это на черный день, есть какая-то сумма, когда мы чувствуем себя более уверенно даже в сложных каких-то ситуациях или обстоятельствах. Вот тут консерватизм помогает. Но если мы говорим про вдохновение, то тут сложновато у короля Пентаклей. Зато полный порядок у королевы Пентаклей. Вот такие разнонаправленные энергии могут быть и у вас, мои дорогие львы и львицы, когда есть уже в планах покупки, есть уже какие-то проплаты или есть уже планы, в принципе, на какие-то деньги. Может быть, это инвестиции, у кого-то учеба или проплата за учебу ваших детей. Тут все что угодно, но, опять же, финансовая тема. Рациональным быть определенно стоит. И все же свое вдохновение не терять, потому что какую-то сказку, мои дорогие львы и львицы, вы сумеете создать в реальной жизни. И здесь у каждого по-своему, потому что для всех львов и львиц в 2024 году как бы предусматриваются перемены, но многое будет зависеть. Мы все разные, безусловно. И кто-то из вас рожден в первую декаду, кто-то во вторую, кто-то в третью. Так вот эти перемены, возможно, у тех, кто рожден в первую декаду знака, вы это ощущаете наиболее активно. Или уже что-то произошло, или что-то в вашей жизни уже определилось. А те, кто рожден чуть позже в вашем знаке, здесь будет с растяжкой по времени до конца года и где-то с заходом на начало 2025. Поэтому перемены есть, перемены будут, но сделайте скидку на то, что все же у каждого своя индивидуальная жизнь и свои какие-то тонкие нюансы. Но вообще это две карты надежности, поэтому, мои дорогие, у вас что-то получится осуществить. Личная жизнь, королева мечей. Может быть,
С учетом всего того, что я сказала, или какая-то многозадачность, или когда нужно действительно и осуществить, и как-то выкрутиться буквально из какого-то создавшегося положения, с учетом королевы мечей, вы будете от чего-то отказываться. Или какие-то параллели проводить. Нужно мне это сейчас этим заниматься, или мне это приобретать, покупать, соглашаться, или я отложу на потом. От чего-то вы можете отказаться вообще. Это карта независимости. И я не могу сказать, что про любовь. И, видимо, основная тема, как организация сказала, так и вашей независимости, с учетом девятки пентаклей. Это карта самодостаточности, я тоже об этом сказала. И вот какие-то вопросы, которые будут вас заставлять решить, может быть, по части документов или по части вашего союза, что-то оформить, причем рационально, себе не навредить, это будет важно, правильно работать с информацией. И еще один момент. Почему-то на этой неделе важно хранить молчание. Ведь это в целом про образ Юдифи. Я не повторяюсь, откуда берется этот исторический факт. И пусть это не в этой колоде прорисовано, в другой, но в принципе это конкретно предусматриваются вот такие действия, как известно. Юдив как отрезала, так отрезала. Может быть, и вы уже знаете, что вы с чем-то или с кем-то будете прощаться. Но есть еще ряд вопросов, не закрытых как по финансам, так и по взаимодействию. Какие-то должны быть приняты договоренности, прежде чем вы кому-то скажете «да» или «нет». И здесь вы будете как раз организацией этой заниматься. Но молчание, потому что если вы не предвосхищаете как будто свои последующие действия, если вы не делитесь, от вас не исходит какой-то информации, что намереваетесь и как вы совершить, этим вы несколько сохраняете сами себя. Поэтому будьте на своей волне. Помните карту Луна, я об этом сказала, 1000 неопределенностей. Еще что-то будет становиться по местам. Или вы пока еще не видите некоторой конкретики. Вы ее увидите позже. И, видимо, сейчас просто нужно где-то держать руку на пульсе. Самому не торопиться и постоянно оценивать правильно ситуацию. Я понимаю, что для тех, кто в паре, допустим, да, может быть, это какие-то задачи, нам ведь показали пару. Может быть, это есть какие-то задачи, даже для людей семейных, которые касаются именно документов. Или для кого-то это могут быть, ну так, отдаленно напоминать вопросы по здоровью, когда нужно обратиться к врачу, а что-то не додумывать. Когда выпадает королева мечей, это не только независимость, это еще какая-то четкость, логика, рационализм в принятии решений, но и также умение здраво оценивать ситуацию вокруг. Вот поэтому примите это во внимание. Давайте посмотрим карту «Совет». Еще раз нам говорят, не торопись. И поэтому какой-то финансовый вопрос определенно решится, может быть, с какими-то задержками или, ну, некоторой растяжкой. Для кого-то из вас это может быть тема вторичного дохода по семерке пентаклей, или, может быть, пассивный доход. Вы можете рассматривать вторую какую-то занятость. И в целом карта говорит, хорошие дела наспех не делаются. Поэтому, если что-то у тебя встает на паузу, ты, ну, где-то не переживай. Не нервничай. Постепенно, шаг за шагом, ты решишь, закроешь все вопросы. А если мы говорим о тратах, карта конкретно говорит крупных трат, ну, как бы на этой неделе точно лучше не планировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.